Всем привет, с вами Дэн, и с нами сегодня Свисмейт Марис Лакруа. Давайте смотреть на этот шедевр. Опа. Это что? Это пластиковая нахрен коробка. Так, значит, она сделана из переработанных пластиковых бутылок, которые они собрали в океане. Ну, короче, продолжает эту тему. Ну, это что? Опа, ничего себе. Ничего себе. Понятно. Тут ничего и нет. Но, честно говоря, вот это выглядит как просто... Коробка выглядит как лютейший дешман. У Востока такие коробки были раньше на классике гробики, а здесь это Марис Лакруа. Не, ну вы подумайте. Так, как это вытащить? Опа. Тут гарантийная карточка валяется. Ну, слушайте, упаковка это капец. Я все понимаю, конечно, вот эти экологические приколы это интересно, хотя достаточно спорно с точки зрения эффекта и... Но это все-таки Марис Лакруа, да, вот упаковка достаточно дорогого швейцарского бренда. Она выглядит как полный трешак, Я не знаю, конечно, возможно, у вас другое мнение, но вот я в шоке, ну, капец. Да. Ну, а здесь у нас, дамы и господа, моделька называется... Ну, в общем, на ней 50 метров водозащиты, сталь и сапфировое стекло. А конкретно модель называется... Да хрен его знает как. Да какая разница, как она называется? Мы же видим, что это Хамаж Номаса в исполнении Марис Лакруа на кварце, дамы и господа. С потрясающе красивым, невероятно элегантным окошком даты. Я вот просто всю жизнь мечтал о таком окошке даты, потому что, ну вот, мне кажется, окошко даты, оно такое должно быть. Максимально смещенное к центру, контрастное, вот чтобы было видно. Вот чтобы было видно. Ну, то, что цифры здесь, это Номас, я думаю, все понимают. Я, честно говоря, эти часы, когда первый раз увидел в американском магазине дискаунтере, я не поверил своим глазам, посмотрел, проверил, да, Марис Лакруа. Элирос называется модель, Date, много там разных цветов, много разных версий. И стоят они в ритейле где-то от 800 примерно долларов. А в российском ритейле где-то примерно 100 тысяч рублей. Ну, понятно, что дискаунтеры американские делают уже нормальные, настоящие цены на такие часы, как они вот должны быть стоить. И где-то в половинку сразу разрезайте, да, этот ценник, и будете где-то близки к истине, а может даже и больше, в зависимости от купончика. Но я был в шоке. То есть, вот, когда Марис Лакруа сначала выпустили свою модель Icon, все как бы так... почесали в голове, как же это, некогда бренд, который создавал сложные, необычные модели, был таким лидером, да, вот одна даже их моделька, где секундная стрелка была квадратная, это было вообще просто вау. А теперь ребята сделали, ну, такое что-то вот в стиле Джеральда Дженты, Icon, и как-то это вот и на Icon эти, мне кажется, они как бы прямо сосредоточились, потому что огромное количество всяких этих айконов вышло. А вот тут тихонечко так вот ребяточки взяли, давайте мы сделаем Номас. Короче, то есть они пошли тем путем, по которому идут любые китайские стартапы. То есть они сначала делают хамажи Tudor, Rolex, Longines, Omega и так далее, а потом начинают пробовать делать что-то свое. Марис Лакруа сделал наоборот. Сначала шли своим путем, а теперь пошли уже хамажиками. И $800. $800. Кварц, нигде не нашел, что там внутри за кварц стоит, да в принципе пофигу. Кстати, в метки попадает уже хорошо. 50 метров защиты, сапфир, сталь,
стрелки альфа, которые на этом цифре, ну, прям не читаются. И прям вот хочется сюда какие-то стрелки от Номоса, а нет, здесь не стрелки от Номоса. Браслетик такой, да, у нас миланский, видимо, заказанный. Ну, не буду говорить где, но страна называется с буквы К. Думаю, оттуда. Хотя это Swissmade, потому что собрали в Швейцарии, естественно, и поэтому получилось дорого. Ну и хочется денег, просто тупо хочется денег. И я думаю, что, конечно, бренд в большом кризисе, потому что нет хороших релизов, продажи очень сильно падают, и, ну, видимо, уже пробуют сделать что-то прям по минимуму, чтобы вкладываться прям совсем немного в дизайн, делать какие-то модели в стилистике других брендов, ну и что-то пытаться заработать. Я думаю, что на самом деле у всех средней руки такой популярности швейцарских брендов примерно похожие проблемы. Если вы не супер топ бренд, у которого огромное количество, армия фанатов, там, как Хамильтон, Омега там, и так далее, а вы что-то такое в серединке, да еще и без истории, ну, брать нечем. Да. Если идей тем более нет, проблема. Потому что ребята, микробренды, Поднебесная и все остальные микробренды, они просто то же самое предложат, ну, там, за пару сотен долларов, а то и за $100, потому что эти часы стоят, это же кварц у нас. И поэтому швейцарцы под ударом, и, к сожалению, Марис Лакруа вот выпускает такое. Я, конечно, ну, я не знаю, ну, это приятные часы, но ты такие часы ждешь от кого-нибудь уровня Pagani Design, например, там, да, вот что-то такое. То есть, вот они за $100 что-то такое могут выпустить, и мы еще покряхтим с вами, что от окошка даты бы убрать. Либо сделать подложку нормальную, да, цвет диска в тон хотя бы как-то попасть, либо убрать его. А здесь вот, ну, на тебе, да пофигу вообще. Берите. Но не берут, поэтому дискаунтеры продают их, ну, очень дешево. Поэтому все понятно. Не просто так часы у дискаунтеров продаются в разы ниже, чем ритейл. Ну, потому что беда у производителя. Вот. А сами-то по себе часы приятненькие, достаточно тонкие. Тут вот даже система быстрой замены браслета есть. Задняя крышка максимально простая. Но, ну, цифры скопировали, стрелки другие, конечно, поставили, но я не понимаю этого, ну, правда. Ну, то есть, от Морис Лакруа я точно такого не ожидаю. Потому что от них ты все-таки ждешь дизайна, ждешь стиля, ждешь чего-то интересного, но не вот такие часы. Не такие часы. 40 мм, высота, кстати, приятная будет, 7,4. А здесь сколько у нас по браслету? 20. И от ушка до ушка 44,8. Мое запястье 18,5, и мы получаем вот такую картинку. Приятно, хорошо. Я вам скажу даже больше. Если вы эти часы покупаете по ритейлу, это, конечно, безобразие. То есть они таких денег, ну, безусловно, не должны стоить, и они их не стоят. Если вы их берете в дискаунтерах, например, да, если у вас есть возможность купить, воспользоваться услугами пересыла и так далее, помощи в покупке. В США эти часы стоят адекватных денег. Если хочется часы в стилистике Номоса, на кварце неубиваемом, тоненькие, такие прям повседнев, если вас не бесит, как меня, вот это окошко даты, которое, ну, ужасно, то тогда вполне можно взять. Но за $800, за $800 я на самом деле, если многие думают, например, о том, что я там радуюсь, что у швейцарцев проблемы, нет, конечно. Я люблю Швейцарию, я люблю швейцарские часы, я люблю швейцарские дизайны, я люблю историю швейцарского часостроения. Но когда хорошие, качественные производители превращаются вот в таких производителей, вот таких часов, это прям беда. Да я не знаю, мне даже не хочется никакой обзор на эти часы делать. Но, опять же, не поймите превратно. Если бы здесь было написано Pagani там, или еще что-то, ну, это было бы прикольно. $100, 150, шикарно, круто, хамаш, отлично, хотим, берем. Но здесь Марис Лакруа, и часы, которые я всегда любил, мне всегда нравилась их модель Pontus. Я мечтал даже когда-то, вот много лет назад, купить их модель, где была квадратная секундная стрелка. Я реально мечтал про эти часы. И вот теперь они пришли, у них как бы они назад развиваются, да, вот в противоположную сторону. Это, конечно, очень обидно.
Поэтому я даже здесь вот, ну, я не знаю, что здесь. Давайте посмотрим коротенько на качество, наверное, да и итоги подведем. Swissmade, дамы и господа, Swissmade. Ну, более-менее вроде бы аккуратно. Ну, еще бы, это же, это же 800 баксов. Неплохо по корпусу. Здесь пленочки, да, я их не буду снимать. Да, и пофигу. Вот честно говоря, просто пофигу. Выдающегося я здесь ничего не вижу. Негативного тоже ничего не вижу. Антиблика нет, хотя стекло плоское. И вот такое вот, к сожалению, падение одного из очень даже неплохих швейцарских брендов. Думаю, что в ближайшие годы мы увидим много подобных примеров. Да, я не думаю, что все будут опускаться до Хамаши, конечно, но, скорее всего, мы просто будем видеть, как ребята, такие как, вот, например, Улис Нардан, который получил поддержку швейцарского правительства, который просто платит зарплаты ребятам в Улис Нардан. Ну, просто потому, что нет продаж, потому что цены ушли в космос, и потому что конкуренты делают то же самое, просто в десятки раз дешевле. Все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.